Мэрилин, огромная благодарность, что ты согласилась на это интервью, ответить на вопрос. И один из важных вопросов, который задают участники группы, клиенты, это как полюбить себя, как иметь внутренний стержень. I agree that it's one question that almost all of us have had at least sometime in our life. Я согласна, что это тот вопрос, который практически каждый из нас задает когда-нибудь в своей жизни. I was raised with the belief that you were only to love God and then love others, and that you always came last. Я выросла в таком сообществе, где меня учили, что нужно любить Бога, потом других людей, а уж себя в последнюю очередь. And I had no concept on how to love myself. И у меня вообще не было идеи о том, чтобы полюбить себя. For me, it took a lot of personal therapy. И поэтому лично для меня это потребовало огромного количества личной терапии. A great deal of prayer. И я много очень молилась об of этом. personal work. И проделала очень много своей личной работы для этого. But I think one of the main things I recognized was that I really believe that God created me. И что самое сильное, что мне помогло, я думаю, это я глубоко верила в то, что Бог меня создал. And that if I disrespected myself, И что The если gift. я не уважаю себя, то есть его дар, then I disrespected the giver, то это означает, что я не уважаю who дарителя, is God. то есть Бога. And that also I'm a mother, А еще я мама a grandmother, и бабушка, now a great и grandmother. сейчас уже прабабушка. And to know, and we talk about the relationship between parent and child. И если говорить об отношениях между родителями и детьми, And I knew that there was nothing that any of my children or grandchildren or great-grandchildren could ever do that would make me not love them. И я понимала, что вот нет ничего такого, что сделали бы мои дети или внуки или правнуки, что заставило бы меня не любить их. So learning to know that God, as Heavenly Father, loved me that much. И это помогало мне понимать, что Божья любовь ко мне столь же велика. And that also another aspect was Еще один аспект заключался вот в чем. when we talk about the golden rule Когда мы говорим о золотом правиле, of do unto others as you would have them do unto you, поступая с другими так же, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. depends upon assuming that you know how you want to be treated yourself. В этом правиле словно предполагается, что ты знаешь, как ты хочешь, чтобы обращались с тобой. Which means you have to be able to love and respect yourself in order to love and respect someone else. И в нем подразумевается, что для того, чтобы любить и уважать других, нужно вначале полюбить и уважать себя. You can't give away something you don't have. То есть потому что невозможно дать другому то, чего у тебя самого нет. I believe that when God created us, Я верю в то, что когда Бог нас создавал, He put what I call a rod of joy. я верю в то, что в каждого внутри Он поместил так называемый стержень радости. I envision it just as like this rod that goes from my top of my head to my toes. И визуально я себе это представляю так, что этот стержень, он входит мне в макушку и до самого низа проходит. And it's like God saying to me, you have worth for one reason. Как будто бы этим только Бог мне говорит, ты имеешь ценность только по одной причине. Because I chose to make you. Потому что я выбрал тебя создать. So that worth from the inside out isn't based on anything we do. И поэтому эта ценность, внутренняя ценность, которая идет изнутри наружу, она ни на чем другом не базируется. It's simply based upon we have value because God chose to make us. А только на том, что мы верим в то, что Бог нас создал. So my value in the past was always based on the outside in. Раньше моя ценность самой себя, она основывалась на, как бы она приходила снаружи внутрь.
what other people thought of И me основывалась на том, что другие люди обо мне подумают и скажут. based on the things that I did to please everybody else or to take care of everyone И else. основывалась на всех тех делах, которые я старалась сделать для того, чтобы как-то порадовать других людей. And how they responded to that. И зависела от их реакции на мои действия. Yeah. And what I realized is that my worth had to be based from the inside out. И мне пришлось осознать, что мне необходима ценность себя, которая идет изнутри наружу. Now, that doesn't mean that when you do that, you become selfish or narcissistic. И на самом деле в этом всем нет никакого эгоизма или нарциссизма. Because what I found for myself, Потому что то, что я обнаружила для себя лично, before, when my life was based totally on only self-sacrifice and what I gave for others, раньше моя жизнь была основана на самопожертвовании, на том, чтобы помогать другим. I became physically exhausted И в результате я физически просто изнемогала. and very sick И много болезней and началось. would not have continued to live very long. И на самом деле, в общем, я бы не прожила так долго. And I was only 44 at the time. На тот момент мне было всего лишь 44 года. But because I changed Но из-за того, что я поменялась and to get myself healthy, и начала оздоравливать себя, now I'm 82, сейчас мне уже be 82, 83 in just a few months. и через несколько месяцев будет 83. And God now uses me in the life of thousands of people. И сейчас Бог меня использует в жизни очень многих людей. And all my students know that I say I'm going to be 105. И все мои студенты знают, что я собираюсь прожить до 105 лет. But that would never have happened И вот этого бы не произошло, had I not taken care of my own health. если бы я не заботилась о своем личном So I здоровье. really encourage И поэтому я хочу призвать all of Natasha's friends and colleagues and clients всех Наташиных клиентов, друзей, подписчиков of all to listen to what she's teaching, прислушаться к тому, что она преподает. because our goal is to be a healthy, balanced person Потому что наша главная цель – это стать здоровой, уравновешенной личностью. and to be all the things that God designed you to be. И стать именно тем человеком, каким задумал нас Бог. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Мэрилин, спасибо.